Здравствуйте, уважаемые зрители! Вам хорошо знакомы по внешнему виду солнечные панели с фотоэлементами в виде плиток. Это замечательное изобретение. Кучка материалов в виде плитки может производить электроэнергию. Но у этого изобретения есть один недостаток. В темное время суток он не работает. Мы на своем предприятии БСА на основе своих разработанных нейтронных наук задумались, как сделать, чтобы электроэнергия при помощи каких-то плиток, подобных на солнечным панелях, могла производить электроэнергию круглосуточно. Такая разработка была сделана. Но она по сложности близка к производству фотоэлементов. И даже еще немного сложнее. Поэтому для этого мы разработали бизнес-проект, но инвестиций для него не нашли, так как никто не мог в это поверить. Суть нашей разработки заключается в том, что мы решили использовать магнитные силовые линии магнитного поля Земли. И сделать это в виде, похожем на плитки солнечных панелей. Такая плитка, внимание, такая плитка ну что, как вырезать будем или как? Показывайте пальцем. Вон, плитка. Угу, есть. Ну, разберешься. Да. Вот. Такая плитка представлена на рисунке 1 информацией, которая будет у вас с видео. Это тоже кучка материалов, которая под действием магнитных силовых линий может производить электроэнергию. Встает вопрос, откуда там электроэнергия, о которой никто не знает. То, что слышим, то покажу. Эта электроэнергия не что иное, как токи Фуко, микротоки, которые появляются за счет колебаний силовых линий. А откуда же берется само электричество? Само электричество берется из разрушенных силовых линий магнитного поля по представлениям нейтронных наук. Попытка сделать такую плитку с ограниченными возможностями не привела к успеху. Поэтому пришлось разработать упрощенный цилиндрический вариант. Он находится перед вами. Вот этот цилиндр заменяет плитку плоскую с той же площадью поверхности. Высота этого цилиндра 13 сантиметров, диаметр 8,5 сантиметров. Внутри находятся только материалы и выводы, положительные и отрицательные. Тормозни, можешь остановить? Да не знаешь, ну будешь вырезать потом. Данный молекулярный генератор цилиндрический — это
побочный продукт плоского молекулярного генератора. Это связано с тем, что у плоского самовозбуждение кристаллических решеток, а здесь внешнее. Когда мы перешли на внешнее возбуждение, то есть от городской электросети, то получили не молекулярный генератор в чистом виде, а умножитель электрической мощности. Умножитель электрической мощности включен в обычную последовательную цепь. И то, что он дает результат, мы сейчас определим, сделав замеры. Первый замер. Мы убедимся, что мы работаем от электрической сети 220 вольт. Ну, есть, да? Да. Убедились, что это стандартная сеть электрическая на 220 вольт. Теперь измерим напряжение на нагрузке. Оп. Здесь ток постоянный. Так. Когда 270 дойдет, скажешь? 259. 259. Все. 255. 258. 258. 255. 253. 55. 254. 252. 253. 257. 258. 259. 259, 258, 255, 260, 258, 259, 260, 259, 260, 259, 260, 260, 259, 260. Так, а мы сейчас отключим. Держать плохо. Двести 261, 263, 259, 244, 235, 244, 241, 242, 245, 247, 246, 245, 246, 254, 259, 262, 263, 263, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 267, 257, 256, 246, 244, 257, 251, 252,
262, 263, 255, 265, 264, 264, 258, 260, 261, 262, 265, 266, 206. Начали. Измерим ток в последовательной цепи нашей. Ноль 29. Начали. В наших расчетах мы брали напряжение, ток такой же 0,29 и 270 вольт напряжения. Показатели из-за плохого качества интернет-материалов из интернет-магазинов у нас все время падает вот это напряжение, идет разрушение. Но это не нарушение принципа, а некачественного изготовления. В результате мы сейчас тут, когда снимали, получили максимум 265. Но хотя были моменты, с которых стартовали наши эксперименты, здесь напряжение было 800 вольт. И вот оно падает, и пришло к такой величине. Формулы, по которым рассчитаны показатели умножителя, будут немного отличаться. Вместо 270 подставьте максимальную, которую достигали мы, 265, и у нас будет показатель немного ниже. Но суть не в этом. В любом случае мы получим прибавление мощности. Таким образом, мы видим, что материалы могут производить дополнительную электроэнергию. Именно на основании колебания силовых линий магнитного поля. Что и показывает, что мы можем создать нормальный молекулярный генератор, но при наличии возможности в бытовых условиях сделать первоклассное изделие просто невозможно. В принципе, то, что мы хотели вам показать, вы увидели. Схему вы увидели. Схема у вас и в информации к видео. Можете сами прикидывать, посмотреть, обсчитать. То, что здесь никаких подтасовок или еще чего-нибудь, видно по результатам измерения напряжения на генераторе. Спасибо за то, что посмотрели. У кого есть интерес, у инвесторов, ждем ваших предложений. В принципе, все, что мы говорим и делаем, оно соответствует тому, что мы заявляем. Просто материалов таких в обиходе или в магазинах купить нельзя, потому что никто никогда этим не занимался, и поэтому никто ничего подобного не изготовил. Самостоятельное изготовление вот в данном случае наказало. Было 800, а вот уже приплыли к 265. Спасибо, до свидания, пишите.